Доброе утро, Земля! Вот так начинается мой прекрасный день такой разноцветной кухни с таким приятным завтраком. Нарзанная галерея. Тут источники, да? О, мы сейчас пойдем источники, наверное, посмотрим. Обалдеть, тут посреди здания стоят вот такие вот источники. Можно бутылочку взять и налить с любого источника себе воды. Сульфатный теплый, доломитный холодный, доломитный теплый, общий холодный, сульфатный холодный. Ой, сколько там их много вон. Люди все в начале, здесь никого нет. А здесь те же источники самые. Вон их сколько много. Обалдеть. Сейчас какую-нибудь водичку попробуем. Минералка обычная. Сульфатные теплые какими-то яйцами. Вот реально теплые. Еще бы здесь писали, что от чего. Во, вот этот был такой немножко сладковатый, теплый. Доломитный теплый мне пока что больше. В общем, можно здесь подлечиться от всяких болячек. Если все время пить эту воду, там нужно начинать со 100 мл в день и постепенно увеличивать количество. То есть приехать сюда недельки на 2 и подлечиться, попить такой полезной водички. Вот по этим лестницам когда-то прогуливался Михаил Лермонтов. В 1837 году он был в ссылке неподалеку от этого парка. И здесь прогуливался. Вот там вот есть демон в гроте сидящий, у которого ночью светятся глаза рубиновым цветом. Когда-то они светились зеленым, потом, чтобы выглядело более жутко, сделали рубиновым цветом. Это один из героев произведения Лермонтова. И проклял демон побежденный мечты безумные свои, и вновь остался он надменный, один, как прежде, во вселенной, без упования и любви. Вот такие дела. Красивое старинное здание. Вот какая карта. План, схема лечебного парка-курорта. Каменная. Плохо видно, конечно. Так она выглядит со стороны. Почти ничего не разглядишь, но если поближе посмотреть, тогда можно.
Даже не верится, что в наши дни сохранились вот эти вот лестницы. И здесь сам Лермонтов когда-то ходил по этим ступенькам, поднимался. Есть еще вот такая схема, более понятная, более современная, не каменный век. Кисловодский парк, в котором мы идем, протяженностью вот 24,3 километра. Там можно гулять целый день и не нагуляться. Постараемся сегодня как можно больше там посмотреть. И там так эффектно голубь сел на камень. Камни стоят, и голубь сидит. Дополняет композицию. Ё-моё, как камень не падает. Он же ведь держится непонятно на чем. Я реально не знала, что мы будем в Кисловодске здесь гулять. И что мы здесь будем 3 ночи ночевать. Петя мне об этом не говорил. Когда изначально мы собирались на Донбай, в Абхазию, в Сочи. Он мне не говорил, что мы будем здесь еще гулять. И, может, подготовилась бы немножко. Я про Кисловодск вообще ничего не знаю. О, какой цветник. И здесь прям дата стоит. Прям год, август. И даже число, видимо, каждый день меняется. А вот там часы. И вон садовник подстригает. Здорово. Сойка. Ах ты, красотка. Сидит, не боится никого. А я орешки не взяла. Еще думала их взять, потом выложила. Ой, ты маленькая, ё-моё, что я орешки-то не взяла? Выложила их в последний момент. Ой, ты маленькая, ты хочешь поесть? А у меня ничего нет. Ё-моё, она прям на руку. Видимо, кормят ее. Блин, что я выложила орешки? Проверила такая. Надо же, как у ели выросла ветка в сторону. И вот так почему-то изогнулась. Прям прямая-прямая. Хоть ложись, хоть садись на нее. И такая она толстая, огромная. И вон еще одна. Вот такие кисулечки тут в парке гуляют. Ой, лапочки, у нас даже нечем угостить, реально. Не бойся. Пантера такая. Ой, ты маленькая. Правильно, бояться людей надо. Вот это красивая, у нее такая мордочка. Интересная полоска прям на носу. А это не боится. Видите, маленькая. А та, видимо, еще котенок побаивается. А это мамка, наверное. Почему, когда я именно берусь снимать, вечно какая-нибудь дрындуль мимо едет и звук этот издает ужасный. Содержание железа, это железо окислилось в камне, Саргасово море, потом воды которого ушли в Черное море, Каспийское. Ну, соответственно, уровень фауны здесь удалилось суше. Вот. И, соответственно, выкрасили в оранжевый цвет, но в советское время все было принято называть красным, поэтому оранжевые камни называли красными. И, значит, в советское время сюда приземлился как раз этот орел, он является символом кавказских минеральных вод, у него раскрытые крылья, он держит в лапах, в когтях змею. Вот такой символ кавказских минеральных вод, с одной стороны, а с другой стороны, это такая извечная борьба, символ извечной борьбы добра и зла. Подошли к этой красной скале. Надеюсь, там было слышно то, что экскурсовод рассказывал другим. Я специально встала, включила, чтобы было слышно. Он там еще много рассказывал, я не стала все снимать. Вот этот орел, когда сел на этот камень, он не заметил змею, она его ужалила, и он в агонии успел ее убить, упал вниз, умер, а там внизу лежал источник, нарзан, живой водой. На него попала вода, омыла его раны, и он ожил. Это то, что экскурсовод рассказывал, который мимо проезжал, я услышала. Такие дела. Там были красные камни, а тут серые. Сейчас ближе подойдем, прочитаем, что там написано. Вижу год
1934. Я думала, тут по-русски написано. Оказывается, нет. Никаких табличек, ничего нет объясняющего. Забралась на этот серый камень наверх. Тут есть тропа к нему. И такой вид на Кисловодск. С него это типа видовки такой. Тут такие сосны корявые, прям очень корявые. Не знаю, что на них так влияет. Прям в ряд растут и все такие кривые какие-то. Мы с Петрухой решили разделиться. Что-то мы немножко друг другу поднадоели. Я люблю радоваться, такая, вся в таком настроении ходить. Мне хочется прям вот, снимать так все. А он ходит, честно говоря, и такой постоянно какой-то смурной, груженный, ничему не радуется. И меня это немножко, если честно, напрягает. Я говорю, давай мы это... Ворчит на меня без конца. Я говорю, давай разойдемся, раз мы друг другу мешаем. И погуляем каждый, куда кто хочет, каждый сам по себе. Все, и разошлись. Вот так что сегодняшний день, я надеюсь, буду одна ходить. Ух ты. Это интересно, что? Там какие-то цветы или что внизу. Пойду подойду, посмотрю. Здесь внутри просто лавочки. Я думаю, что тут когда-то давно какие-нибудь поэты, писатели и просто творческие люди сидели на этих лавочках и смотрели на такие шикарные виды. Это мои чисто предположения, я ничего не знаю здесь. И вот люди тут фотографируются там, потому что аллея такая красивая. Вон снежные вершины вверх. Вон, говорят, Эльбрус отсюда видно. Вон те два бугра белых. Рак какой-то. С другой теперь стороны на него посмотрим. А мы с Домбая на него смотрели с той стороны. А теперь с этой. Такая здесь аллея. Пойду сейчас, наверное, там гулять. Там, наверное, посадки какие-то вот там дальше. О, какая аллея из туй. Такие туи шикарные, ничего себе. Я таких высоких никогда не видела. Как красиво. Обалдеть можно. Обычно они же низкие. Ничего себе высота. Такая туевая аллея. Реально первый раз такие вижу высокие туи. И такая аллея длинная. Тут, наверное, полезно гулять, воздух чистый. Вот сейчас никого нет, так вообще. Смотрите, как интересно. И тени падают от туи, как будто специально выкрашена дорожка такими полосками. Тут всякие розы посажены. Сейчас почему-то мало цветет, может из-за жары. Но тут очень много разновидностей всяких. И вон садовники копаются, ухаживают за ними. Тут столько роз много. Может, их так-то не сильно видно на видео. Но они реально очень красивые, прям очень запашистые. Тут прям идешь и по всей аллее такой запах от роз. Обалденный. Хочется вдыхать и вдыхать этот аромат. Вон целая аллея из роз.
Люди смотрят, фотают, нюхают. Вот, смотрите, какие кусты. И вот таких вот роз целый ряд, вот такой большой. Я еще вовремя сюда, получается, попала, потому что они уже отцветают. Я еще успеваю на них посмотреть и насладиться их запахом. Вот какая красота. Сегодня нереальная жара. И прям телефон очень сильно перегревается. Из-за этого быстро разряжается. Поэтому не знаю, сколько я сегодня наснимаю. Но уже вон сколько красоты. Иду по таким вот дорожкам. И они серпантином извиваются. И все время в горку. То есть вот так постоянно, вот так вот виляешь, виляешь. Вот я только что вот там шла. Вот и люди. Поворачиваешь. Идешь здесь. Потом там снова повернешь. И вот там поверху пойду. Вид на синие горы там должен быть. Иду посмотреть. Жара сегодня капец. Иду такая, слышу, птицы поют. Думаю, ничего себе, они тут заливаются как. А это мужчина, оказывается, на лавке сидит, включил звук такой с птицами. И довольствуется, сидит в парке, слушает птицы. О, подошла к какой-то скале. Наверное, это и есть красное солнышко. Но это не точно. Поднимаюсь туда, наверх. Сюда, видимо, никто не поднимается. Ну, очень редко. Потому что такая тропа еле заметная. И вон оттуда я пришла. С дорожки с этой. Тропа привела вот сюда, либо здесь залазить надо. Либо вот здесь. Я в юбке, ноги все царапаю иду. Я уж не думала, что мне тут по кустам лазить придется. Ну, сейчас попробую тут залезть. Прости, Деревство, чуть-чуть на тебя встану. Вечно мне куда-то надо. Вот что за Алина. Опа. Я не могу без этого вот обойтись. Без всякого скалолазания. Белой юбочки такая деловая. Вот на такое я вылезла. Ой. Короче, я как всегда, я там лезла с таким трудом. А люди тут, оказывается, с другой стороны по тропе поднимаются. Ну, это ж я. Это ж Алина, такая Алина. Мне ж надо вот сложности создать себе. Вон и вагончик трамвайный. Только по воздуху.
тут внизу такой грот. Видно город. Конечно, красиво. Видно, что город находится в лесу в таком. В тайге, так сказать. В небольшой город находится среди леса. Фу. А так, если честно, я такие виды не люблю. Мне больше нравится на горы, на тайгу. А это как бы городской парк. Он, конечно, природный, красивый. Ну, я такое так себе. Ну, раз стоит погулять. А вот и сам Лермонтов. Огромный памятник. Я думала, он меньше. Я сейчас к нему присела. Он такой горячий кипяток. Я аж попу обожгла. Горячий. Очень горячий. У Лермонтова на коленях посидеть. Отсюда вон вижу гроты такие. Вон они. Вот там бы полазить. Но туда, походу, наверное, никак не пройдешь. Ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы туда тропы какие-то были. Осторожно, обрыв. А вон красное солнышко, оказывается, наверху. Я еще не дошла. Ну, зато у Лермонтова на коленях посидел. Где ж еще так посидишь? Сейчас пойду туда подниматься дальше наверх. Туда все вот на канатке заезжают. А я пешочком иду. Ну, некоторые тоже идут. Вот сюда эту гору так хорошо видно, на которой я только что была. Вот там лазила. Вот. И весь Кисловодск видно. И вон Эльбрус. Сегодня открытый. Ни облачка нет. Фух, ну и жарища сегодня, реально. Такое пекло. Градусов 40, если не выше на солнце. Выше, наверное. Прям жарина. Плохо, что искупаться здесь негде. Так хочется вообще. После Домбая, где я в ледяных водах купалась. Ё-моё, тут идешь по жаре и даже искупаться некуда. Негде. Стена такая красивая. Мне однозначно нравится здесь ходить. Просто реально идешь с серпантином постоянно. Прогулочная такая дорога. Виляешь. Шикарная стена. Мне очень нравится. Ну, тут, конечно, люди, как обычно, напомнили, что они есть. Вдруг кто забудет. Вот такие уже циферки тут. Еще один поворотик. Как красиво же, а? Такое ощущение, что сюда, а потом вот сюда надо лезть. Но нет. Надо вон туда подниматься дальше по ступенькам. Потом сюда. В общем, тут идешь реально прям вот такими вот кругами, змейкой. И люди на что только не идут, чтобы сократить путь. Столько дорожек проложили, более крутых, но коротких. Не хотят такими кругами идти. Просто некоторые на канатке заезжают, а обратно пешком идут. Ну вот теперь-то, я надеюсь, я пришла или еще нет. Ну, я куда-то пришла, на какой-то верх.
В общем, это еще одно красивое место, но уже почти вверх. Там люди, я не стала мешать, снимать. Ну, я практически дошла вон туда, куда канатка приезжает. Я вижу уже. Вот такая тут высота. Какие же яблочки. Но они за забором. Эх, так хочется сорвать. Вот я и на месте. Спасибо огромное. Прибыла туда, куда люди на канатке приезжают. А тут вот такой памятник прям с велосипедом. Так я и не смогла выяснить, кто это. Нигде не написано. Какой-то спортсмен, видимо. Вот прямо у велосипеда вот так стоит. Ну, к сожалению, тут почему-то нигде ничего не подписано. Вот сколько иду, ничего не почитать. Снимите этого с руля. Я не с руль. Я котик. Бузина растет. Вот сколько много. Вроде бы ее спелую можно есть, но я не буду рисковать, потому что зеленая, она ядовитая. Ядовито все, листья, ветки и зеленые ягоды. Можно здорово травануться. А когда она спелая, ее можно есть, варить из нее варенье, еще много чего делать. Но я ее никогда не пробовала. И, наверное, не буду, пока мне кто-нибудь не скажет, что ее 100% можно есть и ничего не будет. От верха мне сказали, еще немножко можно, оказывается, подняться. Я там охранника припахала, чтобы он меня с этим велосипедистом сфотал. И спросила заодно, кто это. Он сказал, просто спортсмен, никто. Просто спортсмен и все, с великом. И вот он мне сказал, что можно еще выше, оказывается, пройти. А я уже чуть обратно не пошла. Фу, жарина такая. Там кафешка есть. И там есть мороженое. Надеюсь, она здесь не 500 рублей стоит, как это обычно бывает. Чем выше, тем дороже. Обратно пойду, посмотрю, сколько стоит. Может, куплю. Пить ужасно хочется и мороженое хочется. Слива растет. Мелкая. Но она еще зеленая, видно. Кислая, наверное. В общем, с любого места вот такие примерно виды. Ну, немножко изменяются они. Это я вот сейчас прям на самой вершине. Получается, тут по всему маршруту, пока идешь, ну, уже наверху, от канатки, такие таблички стоят, осторожно, обрыв. И можно по всему маршруту вот отойти вот к такому обрыву и посмотреть на виды, ну, на город свысока. И на синие горы. Там вдали синие горы, как их называют так. Вот, и все вот на них смотрят. В общем, мы тоже уже много раз посмотрели. Вон, видите, табличка. Осторожно, обрыв. Все, я назад поперла. Хочу спросить, сколько там мороженое стоит. Что я нашла? Слива желтая. Надеюсь, она не кислая. Ничего, так нормально. Чуть-чуть не доспела. Там дерево росло, уже оно начало падать. Я уже внизу я собрала. Я ее внизу уже собрала, потому что она внизу поспелее. Ну, все равно еще кислая. Особенно у косточки. О, какая красота. Вот туда я не ходила. Это я обратно иду. Я прошла мимо специально. Думаю, на обратном пути зайду. Ням-ням-ням. 140 рублей. Маленький рожок. Микс. Большой 200. Я уже почти спустилась сверху. Не стала снимать на обратном пути. А сейчас я иду, ищу
хозяина гор. Тут есть такой грот. И в самом гроте там есть лик хозяина гор. Я хочу найти и туда сходить. Я нашла этот грот, начала снимать, а у меня не включилась камера, а там сейчас люди. В общем, попозже покажу. Вот вдоль стенки иду, красивой. Там грот в той стороне. Прошлась вот по этой дорожке сюда, в эту сторону. Иду обратно. Ничего там дальше нет. Надо искать где-то в гроте. Где-то в гроте, непонятно где. Надо же, как дерево прям вросло. Сколько я не искала этого хозяина гор, видимо, я его не там ищу. Ничего, там жук попался. Паутину. Ну и тут люди, конечно, насрали, как обычно. И это живой? Не, он уже все. Ух ты, сойка. Вон она. Тут соек столько. Сойка. Красотка. Ой, как красиво. Корни вплетены прям. И лестница так уходит вдаль. Красота, да и только. Я дождалась, пока все уйдут. И вот сейчас хочу снять грот. И это место без людей. Короче, немножко даже расстроилась, не нашла я хозяина гор, видимо, не в этом гроте, в каком-то другом, на карте указан только этот. В общем, не знаю, я ничего больше не нашла. Такие дела. У нас так близко сойку не снимешь. Они сразу улетают. А тут они так близко подпускают людей. Ты какая красотка-то, а? Красотка. А вон еще одна. Они тут совсем ручные, их, видимо, люди кормят, они привыкли к людям. Обалдеть, как я близко подошла. У меня батарея на телефоне скоро сядет, а я соек снимаю. Я сейчас все-таки иду, ищу этого хозяина этого гор. Пойду, попытаюсь все-таки его найти. Сначала расстроилась, уже хотела плюнуть. Потом думаю, не, Алины не сдаются. Подозреваю, что мне куда-то туда. Наверх. Вон какие-то гроты. Не те ли это гроты, которые видела с высоты. Но думала, что туда нельзя.
А походу можно. И хозяин гор где-то там. Ёшкин кот. Уезжала так далеко, оказывается, там надо было не так далеко пойти по кругу. И я бы попала куда мне нужно, а я совсем в другое место ушла. В другой грот. Перепутала. Я ж не знаю тут ничего. Капец. Ну что делать? Сейчас поднимусь, буду искать этот лик. Мне хочется его найти. Я наверху, как и предполагала, надо было забираться наверх. Тут вот указатель есть. А тут вот такой облом. Произошел обвал скальных пород. Уважаемые гости парка, во избежание несчастных случаев просим выбрать другой маршрут. Это издевательство реально. Они не могли раньше эту табличку поставить внизу. Люди поднимаются на такой верх, а потом хоп, и вот такая штука. И все равно все идут туда. Вот такой грот. Ну, уже елки критический заряд батареи. Фух. Главное, я нашла, дошла. Может, уже ничего не успею сегодня поснимать. И найти сейчас надо лик. Сам лик. Где он? Пока я ничего не вижу. Пока не вижу никакой лик. Может, в том гроте, в следующем. В этом ничего не видно. Может, тут еще какой грот есть? Странно, еще его не найдешь, этого хозяина гор-то. Вот такой вид из грота. Пока нет никого. Снять хоть. О, какой грот! Огромный. Наверное, где-то тут. О, я уже испугалась. Не знаю, видно вам или нет. Вон он. Я не вижу, видно, нет. Ёшкин кот, я нашла. Вот теперь точно видно. Я нашла. Ё-моё, я не зря столько шарилась по этим горам. Вы не представляете, сколько я прошла. Все время вверх. Такой серьезный. Люди уже пришли. Такой выход отсюда. Вот хранитель гор. Он не всем показывается. Я его сегодня долго искала, реально. Сначала в тот грот забрела, а теперь вот нашла наконец. В третьем гроте я его нашла. Серьезный такой товарищ. У меня, к сожалению, всего 5% осталось зарядки. Как бы сейчас не вырубила телефон. Первый раз я так разрядила. Каждый день снимаю. И у меня еще процентов 40-50 остается. А сегодня из-за жары он сильно перегревался и быстро стал разряжаться. В общем,
Я сегодня уже никуда не успеваю. Уже время 4:30 где-то или около 5. Надо идти на выход, потому что я хотела еще зайти за водичкой полезной. Она потом закроется, я не помню, до скольки там работает. Ну, в общем, такие дела. Вот мы всего лишь в парке. Сколько сегодня посмотрели, не так уж много. Так тут еще много красивейших мест. Я, в принципе, не расстроена. Будет повод еще раз вернуться сюда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам нравится мой канал, обязательно подпишитесь. И на ютубе, и на Дзене, и в ВК у меня группа есть. И еще один канал на ютубе. Все ссылки вот здесь внизу. Всем пока-пока, до встречи на моем канале. Вот так вот посреди города прям бежит такой источник. И там вот ребятишки только так булькаются в воде. Я сама побулькалась. Вода приятная такая. После такой жары так приятно залезть было сюда. Вообще. Ну вот, с Петей встретились уже. Идем обратно вместе. Я тут булькалась с удовольствием. Хочется залезть и не вылазить из этой воды. Но пить ее нельзя, наверное, потому что запах у нее не очень. Красиво так, мостик через речку. Ой, как же хорошо-то. Зеркальный пруд недалеко от того источника в парке. Вот строитель-то кто. Мальчишка. Опа. Не вышло. Мальчишка явно дзен познает.